Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Сегодня в Токи вышло целых 2 новых обновления. Первое обновление — это новая локация вокзал, на которую сегодня я хочу сделать обзор. А второе обновление — это кучу новых подарков на почте, которые в конце видео я вам покажу. Ну что ж, заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки, а мы начинаем. А вот и новая локация центральный вокзал, которая находится на улице Окей. Кстати, я немного приболела, так что извиняюсь за свой голос. Это двухэтажная локация, которая на айфоне стоит 279 рублей. Мне кажется, что эту локацию также можно использовать как метро, ведь они очень похожи. Ну что ж, смотря на эти картинки, уже не терпится зайти в локацию. Вот так выглядит сам центральный вокзал. Как я уже сказала, он находится на улице Окей. И давайте начнем смотреть его с первого этажа. В самом начале нас встречает лифт и автомат, который выдает билетики, где вы их, собственно, можете и купить. Тут рядом стоят какие-то чудики из другой игры Тока Бока. Вот так, собственно, выглядит первый этаж. Это зона ожидания. Расписание поездов, кстати, можно изменять. На скамеечке у нас сидят птицы. Странно, конечно, что нет ни одного персонажа. А вот и первая секретка. Если убрать алмаз часов, то у нас появится Крампет, который здесь всем управляет. Еще один голубь, что они тут делают? Также здесь лежит очень классный футляр для гитары. Видимо, кто-то здесь играл, пытался заработать. А дальше можно увидеть 3 персонажей с новыми прическами и одеждой. Кстати, одежды в этом обновлении добавили очень много, и она вся очень красивая. Тут стоят 2 вот такие прикольные подушки. И фотобудка, в которой можно сделать 4 вида фотографий, 2 из них черно-белые. Вот это мне больше всего понравилось. Жаль, что нельзя каждое фото сделать по отдельности. Прямо как фото на паспорт. А дальше у нас идет кафешка, где появилось очень много вкусненького. Здесь стоит такой продавец, и, кстати, если вы заметили, то у него очень много пирсинга, и еще он весь в татуировках. Сзади него стоит автомат с напитками, с красивыми стаканчиками. Сверху на полке лежат коробки, также рабочая форма. 3 рекламных плаката, давайте сейчас их вместе все посмотрим. Первый плакат, здесь изображен тыквенный напиток, и еще 2 плаката с коктейлями из этого магазина. А рядом находятся новые, очень красивые кружки, обязательно заберу их себе. Тут у него также есть холодильник, где стоят напитки из рекламных плакатов, а еще сэндвичи из черного и белого хлеба. А вот еще сзади него стоят очень аппетитные кексики. И, кстати, этот магазин можно полностью закрыть. Идем дальше. Здесь у нас стоит какой-то папа с ребенком. И вы только посмотрите на внешность ребенка. Блин, я жду уже очень давно, когда разработчики сделают новый креатор. Они нам давно его обещали. Ребят, пишите в комментариях, кто тоже ждет новый креатор. Этого ребенка, кстати, классно будет использовать в сериалах. А дальше у нас идет цветочный магазин. Посмотрите, как много здесь цветов. Даже в коробке по одному цветочку есть. Блин, вот жаль, что всего лишь один новый букет цветов добавили, но так это смотрится очень красиво. И здесь стоят еще одни новые кружки, какая-то открытка, ну и все остальное у нас уже было. Эти цветочки нельзя взять в горшке, но зато их можно вот так очень красиво упаковать в крафтовую бумагу. Рядышком находится стенд, в котором 2 открытки и 2 фотографии. Цветочный магазин, кстати, тоже можно закрывать. Ну а дальше у нас находится комната, в которую вход запрещен. И это у нас комната, как я поняла, бортпроводницы, где она отдыхает. У нее тут уютненькая квартира прямо на вокзале. Кстати, у нее тоже есть одна татуировка и сережки. Так, ну давайте посмотрим, что она хранит в этой квартире. В первом шкафчике, в принципе, ничего интересного. А вот во втором шкафчике у нее тут лежит корм, а еще разбитые очки. Я в шоке. У нас в Токе уже есть сломанный телефон, но вот разбитых очков никогда не было. Также тут есть обычная карточка и вторая карточка от секретки, которую я вам покажу попозже. А еще сверху у нее лежит новая одежда. Это вот такая курточка осенняя и толстовка, но, если честно, она мне не понравилась. У нее тут есть микроволновка, в которой лежит ланчбокс. Он очень красивый, и вы можете брать его с собой в школу. В холодильнике у нее тут тоже лежит одежда, да, новогодний костюм Деда Мороза. В общем, у нее тут уже полный Джингл Беллс в холодильнике. Ой, ну посмотрите, как ей идет. Ну, дальше там напитки, капуста, ничего интересного. Здесь у нее также спит котик. Кстати, кроватку котика вы можете забрать, она, мне кажется, очень красивая. Но на столе у нее там завянувшие цветы, ничего удивительного. Ну, в общем, все, мы посмотрели весь первый этаж, так что давайте спустимся на нулевой и посмотрим, что там. Ну вот, мы спустились на нулевой этаж, это вокзал, но, кстати, это место также можно использовать как метро. Возле входа у нас стоят коляски, с помощью которых можно перевозить чемоданы, какой-то огрызок яблока. Ой, ну вы только посмотрите на эту мадам, что за мадемуазель? Вот это модница, конечно, я не могу. Ой, так у нее тут еще и прическа модная. А в чемодане-то у нее, посмотрите, 1 кристалл, гадалка поди какая-нибудь. Так, ладно, давайте оставим эту женщину в покое. В общем, вот так выглядит сам наш вокзал, прямо как в реальной жизни. Здесь стоит такая скамеечка, а сверху написано «Прибытие поезда». Его тоже можно менять. Ну и самое интересное — это поезд. Я в шоке. Только вот почему самая первая кабина — это туалет? Ну ладно. Я еще 100 лет не могла понять, как он открывается. Оказывается, надо было просто нажать на кнопочку рядом. Дальше уже начинаются пассажирские места.
Первые кресла прикольно опускаются и поднимаются. Они для инвалидов и детей в коляске. Только вот в Токио нет колясок для детей. Ну ладно. Дальше идут места со столиками, у них даже есть лампочки. А рядышком огромный диван, на котором лежит газета. Ну а сверху над креслами можно поставить свой чемодан. Первый чемодан такой бордовый, в нем кто-то перевозил фрукты, ну ладно. Также там сверху кто-то положил новый красивый спальный мешок, а рядышком стоит чемодан с солнышком. Он тоже новый, но одежда в нем старая. Дальше у нас идет спальная зона, дверь в которую можно открывать и закрывать. И здесь у нас находится 2 кровати и 2 кресла. И еще одна секретка, в этой полке находится спальня Крампета. На кровати тут лежит новая игрушка, а на кресле кроссворд, которого раньше в Токио никогда не было. На полке сверху тоже находится чемодан, в котором очень странное содержимое. Ну и наконец-то мы заходим в комнату машиниста. Он у нас тут сидит такой в шапочке модной. И если мы нажмем на его первую кнопку, то наш поезд поедет. Я в шоке, посмотрите, какая классная анимация. А второй кнопкой можно менять вид из окна. Он будет меняться, конечно, не сразу, но, блин, это все так красиво. Я в шоке, посмотрите, как это выглядит из пассажирской зоны, как будто мы действительно едем. Мне очень нравится, и не нужен никакой монтаж. Так, я принесла Крампета с 1-го этажа, пусть он тоже управляет поездом. Кстати, если нажать на красную кнопочку, которая находится внизу Крампета, то мы откроем новую секретку. Здесь будет еда, алмазик и снова голубая карточка. Давайте покажу, куда она нужна. Идем к лифту на 0-й этаж. И чтобы открыть двери рядом, нам нужно починить провод и активировать карточку. И у нас открывается потайная комната, где находится крыса и мышь. Не знаю, что они здесь делают, в общем, живут, рисуют граффити, тут сзади еще находится такой страшный крокодил. Я снова долго думала, как открыть ящик, неудивительно. В общем, нужно просто потянуть вверх. В первом ящике находится маска защитная, а во втором ящике баллончики, с помощью которых эта крыса рисует. И теперь я вам хочу рассказать про второе обновление. Нам дали очень и очень много новых подарков на почте. Они сейчас находятся сзади меня, и это только малая часть. Точнее, это не новые подарки, это подарки из 2020 и 2021 года. То есть, если вы обновили игру, то на почте у вас должны появиться все старые подарки, которые вы не успели забрать за прошлые года. И некоторые подарки я хочу вместе с вами сейчас посмотреть. Например, появился вот такой очень классный сноуборд. Посмотрите, какая классная картина с ленивцами. Новогодняя пижама. Вы только посмотрите на эти тапочки в виде оленя. Коробка с костюмом космонавта. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Еще один костюм, ребят. Посмотрите на меня. Ты что вообще за чудище? Офигеть, посмотрите, какое красивое платье. Блин, мне кажется, его можно носить даже просто так. Они тут очень смешные. Занимаются гимнастикой. Ребят, а вы знаете, что это? Это же маска и халат с ленивца. Раньше я очень часто использовала их в видео, и меня постоянно спрашивали: Дора, откуда ты берешь эти халаты и маски? Борщ? Боже, я испугалась. Какие-то очень странные звуки издают. Игрушка кетчуп очень популярная, постоянно видела, как многие спрашивают, где ее взять. Вот это... Это что вообще? Ладно. Коробка с кормом и пакетом на голову. Ой, монеткой какой-то... Какой-то чудик. Почему они все такие странные звуки издают? Смотрите, какие собачки смешные. Что это? Это крампеты? Офигеть, смотрите, какие они прикольные. Это типа аксолотли. Коробка с новогодними кружками и термосом. Очень красивый зимний костюм, чтобы кататься на коньках. Разбитое сердечко, которое можно собрать. Прикольно. Вот такой милейший костюм. Я бы даже назвала его кигуруми. Скейтборд с рисунком рта. Бузы, посмотрите. Вкуснятина. Волшебная палочка в виде снежинки. Я вам показала даже меньше половины подарков, которые нам дали, потому что хочу, чтобы вы посмотрели все сами. Так что скорее обновляйте Току, заходите на почту и рассматривайте каждый подарок. Ну что ж, солнышко, на этом все. Вот такое видео у меня получилось. Давно на самом деле разработчики нам не давали каких-то новых локаций, и наконец-то у нас появилась новая локация, это вокзал. Пишите в комментариях, понравилась она вам или нет, мне будет очень интересно почитать. Мне эта локация очень понравилась, мне кажется, что она полезная, особенно для блогеров, поэтому даже я буду ей пользоваться. Сейчас я быстренько вам снова показываю эту локацию, чтобы вы могли посмотреть ее полностью. Ну и, конечно, напишите в комментариях, смотрели ли вы новые подарки, которые нам дали разработчики. Обычно они всегда дают кучу подарков под Новый год, и я очень этому рада, что в этом году они сделали точно так же. Ведь у многих, я уверена, не было этих подарков, и, возможно, они даже никогда их не видели. Ну а на этом все, солнышко, большое спасибо тебе за просмотр. Не ругайте за то, что я так мало выпускаю видео. Я стараюсь исправиться и надеюсь, что у меня это получится. Не забывайте смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал. Я всех очень сильно люблю, и всем пока-пока!